Привет, друзья! Многих зрителей этот мужчина впечатлил своими грозными габаритами во второй части «Лучший из лучших» 1993 года. В этом фильме он сыграл главного злодея Бракуса. Это неудивительно, ведь с его ростом и богатырской мускулатурой он был способен произвести впечатление. В начале картины его имя вписали с приставкой «Introducing», что подразумевает дебютную роль, хотя это было не первое появление Ральфа в кино. Ральф Мёллер родился в 1959 году в Германии. До 18 лет он был обычным парнем и ничем особенно не отличался от сверстников. После совершеннолетия Ральф начал активно заниматься спортом. Он поставил себе цель стать профессиональным бодибилдером. В силовой спорт Ральф Мёллер пришел в 1978 году. После активных тренировок через 2 года одержал первую победу на чемпионате страны среди юниоров и закрепил результат спустя 11 месяцев. В 1982 году его имя значилось на 4-й строке на чемпионате любителей, а годом позднее улучшил результат до 3-й позиции. В 1983 году начинающего бодибилдера пригласили на Олимпию для гостевого позирования. Ральф фанатично тренировался и видел себя только среди лучших на конкурсе «Мистер Олимпия». В 1988 году Ральфу Мёллеру представилась такая возможность. Правда, он занял всего лишь 20-е место. После этого Мёллер разочаровался в бодибилдинге, ведь он тренировался целых 10 лет своей жизни. Однако объективно оценил свои шансы и решил переключиться на кино. Благо в то время двухметровых мускулистых ребят, которые могли сниматься в кино, катастрофически не хватало. Уже в следующем 1989 году он дебютировал в кино в фильме «Киборг». Мёллеру посчастливилось сыграть с набирающим популярность в то время главной звездой боевиков Жан-Клодом Ван Даммом. Они сильно сдружились и сыграли вместе в следующем фильме «Универсальный солдат». Далее Жан-Клод Ван Дамм приглашал Мёллера на роль в фильме «Уличный боец». Но Ральф отказался играть плохого парня. Интересно, что Ральф желал играть положительных персонажей, но зрителю он более запомнился в роли негативных парней. В фильме «Разрушитель» Мёллер должен был сыграть Саймона Феникса и главного антагониста-героя Сталлоне. Но по той же причине роль досталась Уэсли Снайпсу. Однако свою порцию славы хорошего киногероя Ральф все же получил. Он снялся в сериале «Конан», который выходил на экраны в конце 90-х. Там его мускулатура пригодилась как нельзя кстати, и сериал получил большой успех по всему миру. Интересно, что Ральф соперничал с Дольфом Лундгреном, с которым они ранее снимались в «Универсальном солдате». Это случилось на пробах к фильму «Гладиатор». Несмотря на то, что Дольф был явно его популярнее, режиссеру больше понравился типаж Мёллера, в результате чего он и утвердил Ральфа на эту роль. Однако следующие 10 лет популярность Ральфа пошла на спад. Возможно, сценарии были не лучшего качества. Да и жанр боевик стал терять свои позиции. На данный момент Ральф Мёллер продолжает сниматься в кино, но делает это очень избирательно и играет в основном эпизодические роли. Тренировки 62-летний актер также не забросил. Его часто можно встретить в спортзале в Калифорнии. Ральф много проводит времени с семьей и путешествует. Также он часто посещает свою родину Германию. Желаем ему здоровья и долголетия. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.